Алина Загитова следила за первыми тренировками Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Российские фигуристки опробовали олимпийский лед. Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова в среду провели в Олимпийском Пекине первую ледовую тренировку. Любимицы российских болельщиков, надеющихся на пьедестал игр в женском одиночном фигурном катании, в порядке. На первую тренировку российских фигуристок в столичном дворце спорта Пекина собралось столько прессы, сколько и на иных соревнованиях не бывает. Все понятно, Олимпиада. А среди журналистов в числе прочих и те герои, которые в прошлом оборонялись от акул пера и микрофона по другую сторону баррикад. Вот за масками угадываются две красавицы, олимпийские чемпионки Алина Загитова и Маргарита Мамун. А с ними за столиком в пресс-кафе хореограф-постановщик Илья Авербух, серебряный призер игр 2002 в танцах на льду. Ну а олимпийский чемпион того же года Алексей Ягудин заранее занял место на трибуне. Как оказалось, далеко не бесполезный ход, учитывая такой людской наплыв. И вот в 14 часов 35 минут по местному времени на лед выходят те, про кого днем ранее трехкратный чемпион мира Нейтан Чен сказал: «Не хочу с ними соревноваться». Американского гроссмейстера фигурного катания можно понять. Мало кто из мужчин на первой же тренировке после прилета в прогоне произвольной программы может играючи сделать каскад четверной тулуп, тройной тулуп. А вместе с ним еще и два других четверных и тройной аксель. Все это – Камила Валиева. Причем чемпионка России и Европы, рекордсменка мира по набранным баллам в обеих программах, а также по их сумме исполняла прогон первой. Было время, на тренировках фигуристы минут 10 раскатывались по кругу, исполняя повороты, шажочки, крюки, выкрюки. А теперь интенсивность такая, что вышел 6 минут разминки и вперед, брать штурмом четверные. Конечно, в среде экспертов фигурного катания принято говорить, что тренировки перед соревнованиями не могут быть показателем готовности спортсменов. Яркий тому пример Анна Щербакова, которая на чемпионате Европы в Таллине тренировалась из рук вон плохо, падала с тройных прыжков. А потом вышла и выдала чистейшую произвольную программу. Адреналин помогает, вкупе с чемпионским характером. Но на первой тренировке перед Олимпиадой оснований для беспокойства нет. Щербакова выглядела очень уверенно. Чисто исполнила четверной лутс, который в Таллине делать не пробовала. Не все, конечно, получилось, но на то она и тренировка, чтобы тут же все исправлять, проводить тонкую настройку. На это у чемпионки мира еще есть время. Много или мало, станет известно 5 февраля, когда руководители сборной назовут фигуристку, которая исполнит короткую программу в командном турнире. Александра Трусова, как и на чемпионате Европы, с самой первой же тренировки разминает вариант произвольной программы с 5 четверными прыжками. Именно столько собирается исполнять на Олимпиаде вышеупомянутый Чен. Неизвестно, на какой окончательный вариант решится российская фигуристка. Все будет зависеть, что называется, от оперативной обстановки, но амбиции ее понятны. Первая проба льда в среду дала КПД в 40%. Чисто получилось исполнить 2 четверных. У фигуристов существует такое понятие «убивать на тренировках». Это значит, что спортсмены еще до старта видят, кто на что готов, и слабые духом, поникнув, проигрывают еще до того, как выйдут на лед. Конечно, на первой тренировке в Пекине убивать было некого, не Анастасию же Губанову, россиянку, ныне выступающую за Грузию. Она по решению организаторов составила компанию Валиевой, Трусовой и Щербаковой в тренировочной группе. Но заявку на олимпийский пьедестал наши девушки, безусловно, подтвердили.